Пока рынок пытается прийти в чувство после падения биткоина на 15%, одна из самых богатых арабских стран под названием Оман инвестирует более 1 миллиарда долларов в развитие центра для майнинга биткоина, который будет оснащен самым лучшим и новым оборудованием для майнинга. На данный момент они уже запустили 2000 майнинг-машин, а в октябре это количество увеличится аж до 15 тысяч. И как пишет Forbes, только строительство этого центра обошлось в 350 миллионов долларов, и Оман не жалеет ни копейки на его развитие, потому что у правительства есть две цели. Первая – это избавиться от нефтяной зависимости, а вторая – стать главным центром по добыче биткоина в мире. И поверьте, учитывая, сколько денег получает Оман от продажи нефти, они легко смогут воплотить эти цели в жизнь. Ну а как это повлияет на биткоин и рынок криптовалюты, вы узнаете в сегодняшнем видео. Всем привет, друзья, меня зовут Влад, и я рад вас видеть на нашем замечательном канале Coin22, где мы обсуждаем только самые актуальные новости из мира крипты. И сегодня, помимо наполеоновских планов Омана, мы также обсудим последнее выступление Джерома Пауэлла, узнаем, почему инвесторы выводят криптовалюту с бирж, а также сегодня мы проанализируем цену биткоина, чтобы понимать, куда он будет двигаться дальше. И хочу вам напомнить, что уже через 7 месяцев нас ожидает халвинг биткоина, перед которым все начинают его накапливать. А если вы желаете узнать, как халвинг на самом деле повлияет на биткоин, давайте наберем 800 лайков, и мы сделаем для вас это видео. За вашу поддержку огромное спасибо, всем приятного просмотра, давайте начинать. Что ж, дорогие друзья, сегодняшнее видео я бы хотел начать с биткоина, который пытается подняться выше 26 тысяч, но, увы, за пару дней потерял около 3%. А все потому, что Джером Пауэлл снова пугает рынки высокой инфляцией и повышением процентных ставок. Но первыми, кто узнал, почему в пятницу биткоин резко упал на 2%, были подписчики нашего телеграм-канала. Ведь только у нас в телеграм вы ежедневно получаете самые актуальные новости, подробные отчеты и важную информацию из твиттера. Поэтому, если ты хочешь всегда оставаться в курсе всех событий, обязательно подпишись и получишь эксклюзивный прогноз на движение биткоина и крипты от самого большого банка Америки JP Morgan. Данный пост мы уже опубликовали в нашем телеграм, а ссылку ты найдешь в описании. Но чтобы более подробно понимать дальнейшее влияние политики ФРС на биткоин, давайте разберем недавнее выступление Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. И, честно говоря, настрой Пауэлла не меняется уже последние пару месяцев, ведь на конференции он сказал, что инфляция остается слишком высокой и добавил, что они могут продолжить повышать ставки. Да, именно вот так Пауэлл комментирует состояние инфляции, но поскольку мы внимательно следим за каждым его выступлением, его риторика остается практически неизменной. И то, что в этом месяце инфляция упала до 3,2%, у ФРС все равно остается желание поднять ставку еще выше, чтобы поскорее достичь цели в 2%. А с инфляцией переплетается еще одна очень важная проблема в виде госдолга США. Ведь по данным в период с 16 по 22 августа госдолгу было добавлено 97,7 миллиарда, и фактически с 2020 года правительство США потратило сумасшедшие 25 триллионов долларов. И получается так, что цель ФРС по сути состоит в том, чтобы удержать реальную прибыль, которую люди получают от сбережений, а также инвестиций в гособлигации ниже уровня инфляции. Потому что если инфляция будет полностью съедать прибыль от инвестиций, никто не будет скупать госдолг США. Вот поэтому уровень в 2% является золотой серединой для ФРС. После выступления Пауэлла шансы на повышение ставки 20 сентября выросли всего до 20%, а шансы на паузу остаются на уровне 80%. Но поскольку до следующего заседания ФРС осталось около месяца, то решение будет полностью зависеть от данных по ВВП, безработице, а также от ИПЦ. Реакция биткоина на выступление Пауэлла была не самой лучшей, поскольку он очень резко упал на 2%, ниже 26 тысяч, и сейчас продолжает медленно, но уверенно консолидироваться ниже 200-дневной скользящей средней, поскольку катализаторов для роста попросту нет. Но в пятницу биткоин упал не только из-за Пауэлла, а еще из-за майнеров. Вот в этом видео я говорил о том, что после падения биткоина ниже 28 тысяч доходность майнеров упала, и предупредил вас, что это может привести к продажам от майнеров. Так вот, всего за день майнеры продали около 2800 биткоинов, примерно на 72,8 миллиона долларов, что является максимальным показателем для покрытия их убытков. И нам нужно быть готовым к тому, что это повторится, если биткоин уверенно не закрепится хотя бы выше
выше уровня 26 430 долларов. Иначе мы с вами рискуем еще раз протестировать 25 тысяч, а в худшем случае опуститься еще ниже. Тем не менее, есть и хорошие новости, потому что киты начали переводить биткоин с биржи на холодные кошельки. Твиттер-аккаунт, который следит за китами, зафиксировал крупную транзакцию на 5140 биткоинов или 134 миллиона долларов с биржи Bybit на неизвестный кошелек. В то же время были и другие крупные транзакции от 1000 биткоинов на неизвестные кошельки. А данные от Santiment указывают на то, что сейчас количество биткоина на биржах упало до самого низкого уровня за последние 6 лет. С этого можно сделать вывод, что киты начинают постепенно переводить биткоины, купленные на вот этом дне, в ожидании дальнейшего роста. И в таком случае, когда мы получим хороший катализатор, допустим в виде одобрения ETF, биткоин покажет очень резкий рост, так как на биржах количество биткоина составляет всего 5,8% от общего предложения. Поэтому на таком всплеске волатильности можно будет хорошо заработать. Но чтобы заранее знать, на каком уровне открывать ту или иную сделку, вам поможет подписка Coin22 Pro. Подписка Pro — это лучший инструмент для любого трейдера, ведь наши специалисты анализируют рынок 24/7 и предоставляют уже готовые прибыльные сделки. К примеру, на этой неделе участники Pro получили шорт-сделку на монету ADA с лучшей точкой входа и фиксацией от 35% чистой прибыли. И по такому же принципу шорт по монете Monero с профитом от 30%. А если вы новичок и только начинаете изучать крипту, не переживайте, ведь на старте вы получите пошаговое обучение и круглосуточную поддержку на всех этапах торговли. Подписка Pro предоставляет прибыльные сделки уже на протяжении практически года. Так что если ты желаешь начать зарабатывать на крипте, переходи по ссылке в описании и присоединяйся к подписке Pro. Второй не менее важной новостью является то, что одна из самых богатых стран на Аравийском полуострове под названием Оман запустила программу по развитию криптовалюты ExtraGertz и уже инвестировала более 1 миллиарда долларов в майнинг биткоина. Это заявил сам шейх, председатель управления по регулированию общественных услуг Омана. Шейх публично прокомментировал в заявлении для прессы поддержку правительством своей страны частных предприятий по добыче биткоина, которые должны привлечь общий объем инвестиций более 1 миллиарда долларов. Учитывая, что Оман — это мусульманская страна и она очень консервативно относится к таким разработкам, как криптовалюта, развитие майнинг биткоина является действительно значимым событием. Для общего понимания, Оман — это относительно небольшая страна на южно-восточном побережье Аравийского полуострова, в котором проживает 4,5 миллионов человек. Но самое главное, что Оман — это очень богатая страна с высокими зарплатами, отсутствием налогов для физических лиц и минимальным уровнем безработицы. И все это, конечно же, благодаря нефти, которая составляет около 30% их ВВП. И сейчас Оман активно инвестирует огромное количество сил и денег в развитие своего стартапа ExtraGertz, чтобы занять центральное место на рынке цифровых валют. И если мы говорим о развитии майнинга, то это не маленький гараж в пустыне с парой гудящих асиков, а это отдельный центр с будущей мощностью до 800 мегаватт. Строительство центра ExtraGertz уже обошлось в 350 миллионов долларов. И если сейчас в нем работает только 2000 вычислительных машин от 11 мегаватт, то до октября этого года они планируют установить 15 тысяч новейших устройств для майнинга от компании Bitmain Technology. Эти инвестиции будут направлены на строительство действительно современного майнинг-центра, в котором будут только новейшие технологии, что позволит сделать добычу биткоина быстрой, а главное экологически чистой. К тому же Оман все-таки желает избавиться от нефтяной зависимости и увеличивать ВВП за счет вот таких новых направлений. Миллиардные инвестиции не только сделают Оман одной из крупнейших стран по добыче биткоина в мире, а еще это заставит другие страны задуматься над развитием майнинга. И конечно же это повысит спрос на биткоин, что поднимет его принятие в мире. Поэтому Оману можно пожелать только удачи, ведь деньги для решения всех проблем у них 100% есть. Но пока нефтедоллары Омана не отправили биткоин на Луну, давайте посмотрим, как он себя чувствует и на каком уровне закрывает эту неделю. После падения на 15% и тестирования дна на уровне 25 тысяч долларов вообще ничего не изменилось. Биткоин закрепился выше 26 тысяч и продолжает торговаться со скромной волатильностью до 2% в день. А с торговым объемом также беда, потому что он составляет около 7 миллиардов долларов в сутки, хотя на пампе 15 июня объемы были больше 30 миллиардов долларов. Причинами такого бокового движения является несколько факторов, такие как сезонная пауза, отсутствие катализаторов для роста и вывод биткоина с бирж на криптокошельки. Если взять биржевые
биржевые балансы биткоина, то на всех биржах они упали до 5-летнего минимума и составили чуть более 2 миллиона 250 тысяч биткоинов на сумму 58 миллиардов долларов. И как вы видите, это большое отличие по сравнению с пиком в марте 2020 года, когда на биржах было более 3 миллионов монет на сумму 19 миллиардов. Эти данные говорят о том, что трейдеры не хотят торговать биткоином, а просто его покупают, переводят на холодные кошельки и оставляют на лучшие времена. И как вы видите, сейчас вывод с бирж значительно превышает депозиты. Понятно, что после такого отсутствия интереса в торговле мы будем наблюдать за вот таким боковым движением. А значит, пока на бирже не появится больше биткоинов, цена продолжит стоять на месте и двигаться вот в таком узком коридоре. Но в этом есть и обратная сторона медали, потому что на данный момент долгосрочные держатели биткоина, или проще говоря холдеры, держат около 41,5 тысячи биткоинов. И эта цифра увеличилась на 2% за последние дни. И это говорит о том, что инвесторы накапливают больше биткоинов, поскольку сейчас хорошая цена и многие уверены в будущем росте. Но что заставляет холдеров верить в рост? А ответ на этот вопрос мы можем получить, глядя на вот этот график. Ведь через 7 месяцев пройдет 4-й халвинг биткоина. Исторические данные показывают, что перед халвингом цена биткоина начинает расти, поскольку он будет добываться не так быстро, как раньше. И получается так, что сейчас мы наблюдаем активную фазу накопления, которая была всегда в преддверии халвинга. В целом, несмотря на то, что краткосрочное движение биткоина может вызвать некоторое разочарование, нам важно сохранять долгосрочную перспективу, ведь историческая тенденция биткоина демонстрирует его устойчивость и потенциал роста после вот таких длинных пауз. Поэтому нам остается быть более терпеливыми, по возможности накапливать и ожидать следующий цикл. Сам халвинг явно заслуживает отдельное видео, поэтому если вам интересно, что будет до и после 4-го халвинга биткоина, напишите об этом в комментариях, и мы обязательно сделаем этот ролик. А на сегодня это были все события из мира крипты, которыми нам стоило поделиться. В качестве поддержки поставьте видео лайк, жмите на колокольчик и не забывайте переходить в наш телеграм-канал, ведь там новости выходят ежедневно. Вам спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем удачи, до скорых встреч!